Всех приветствую, обзор-анализ прогноз криптовалют. Вечером появилось немного времени записать апдейт по рынку. Как мы видим, в основном у нас продолжается коррекция, только EOS гордо летит наверх в преддверии своего халвинга. По объемам за 24 часа особого роста нет. Все достаточно скромненько, только Solana и BNB немного превысили 1 миллиард долларов по объему торгов за сутки. Посмотрим по настроению. Индекс страха и жадности сегодня равен 29, вчера было меньше, вчера была цифра 27. Резерв биткоина на биржах. Недавно мы смотрели, несколько видео назад показал небольшой отскок данный индикатор, и сегодня, точнее несколько дней уже, вновь мы подтверждаем нисходящий тренд и продолжает биткоин больше с бирж, со всех бирж выводить больше, чем заводить. Вот эта штука меня больше всего привлекла внимание. Это то самое, что заставило меня записать сегодня видос. Это хэшрейт. Цена у нас пролилась, не торопится сильно отрастать, но хэшрейт подскочил достаточно сильно. И что немаловажно, есть такой индикатор Hash Ribbons, он дал нам сигнал в покупке. Вот этот индикатор, и он нам сегодня отрисовал вот такой голубой значок, голубой кружок с надписью Buy, то есть смело покупай. Давайте покажу, как он отрабатывал до этого. То есть сейчас у нас якобы можно купить, и в долгосроке это будет хороший профит. После просадки лета 2021 года также у нас появился сигнал Buy, и после этого цена сходила аж на перехай. Да, не без откатов. Кто-то на этом повыбивался, повылетал с рынка, но кто выдержал все это, достиг исторических максимумов. До этого после сигнала Buy также, если бы купили на нем, прокатились бы с 18 до 65 тысяч практически. Ну и предыдущие, я думаю, так понятно, все отработали в плюс. После того, как отрабатывал на Hash Ribbons сигнал Buy, сильных проливов не было. Вот здесь уж, конечно, уникальный случай у нас с коронакризисом, так сказать. Но и все равно после этого отработали сейчас. Сколько у нас тут процентов? Почти 40% плюс. Потом резкий вынос всех, и все равно цена достаточно быстро за несколько недель восстановилась. В общем, как вы поняли, неплохо отрабатывает на истории данный индикатор, и вот он буквально на днях, когда у нас 2 дня назад, на выходных подал этот сигнал. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть 2 дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Смотрим дальше. Лонговые ликвидации. Как мы смотрели в прошлый раз, у нас объем лонговых ликвидаций был сопоставим с предыдущим, но день закончился, и мы увидели, как он даже превысил. Выбивание лонговых позиций достаточно выгодное дело на данный момент. Вполне возможно, протестируют еще раз лонгистов. Как я ожидаю, небольшой рост, и затем еще раз вынос стопов, и там уже посмотрим, какой будет объем на выходе. Если объем будет меньше, то вероятность того, что давить ниже будут дальше, она будет снижаться. Пару негативных моментов. Метрики, нереализованные профиты и потери сетевые, которые недавно вышли из зоны капитуляции, якобы у нас показали хороший рост. На этом дампе ценовом снова ушли в зону капитуляции. Снова всем стало страшно, и данный индикатор решил поднабраться еще побольше сил перед тем, как идти выше. И он не один такой, MVRV Z-Score
также выходил уже из зоны накопления, уже показывал сигнал в лонг, неплохо себя демонстрировал в плане обновления своих локальных хаев, но опять улетел в зону накопления, откуда с большей вероятностью можно набирать долгосрочные позиции и ждать в долгосроке хороших профитов. Еще один их собрат, реализованный долгосрочный коэффициент. Он совсем недавно только цепанул эту зону, сразу же вылетел в надежде на то, что будет сильный рост, но сейчас вновь посетил зону накопления. Посмотрим, что у нас по новостям. На неделю вот такой есть списочек очень важных событий. Завтра у нас ожидается в 17:00 продажа нового жилья, отчет по данному показателю. Ну, в общем, все вы видите на экране. Хотел бы обратить внимание на пятничную речь, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В 17:00 по московскому времени он будет выступать. Как всегда, за его речью будут практически все следить. Очень важно будет, с какой риторикой он будет выступать. Об этом даже уже выпускают статьи. События недели, выступления Пауэлла в Джексон-Холл в пятницу. У председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будет шанс, если он захочет им воспользоваться, изменить ожидания на финансовых рынках, когда руководители центральных банков соберутся на этой неделе на ежегодное совещание в Джексон-Холл. Пауэлл выступит с докладом об экономических перспективах и, как ожидается, вновь заявит о решимости ФРС продолжать повышать процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль, хотя он, вероятно, воздержится от сигналов о том, как поступят крупные чиновники, когда они встретятся в следующем месяце. Мне интересен вот такой факт. То есть ожидают продолжения ужесточения, можно сказать. То есть если он продолжит ужесточать, то ожидания оправдались и рынки сильно штормить не будет. Если же он не продолжит ужесточать, то это мега позитив. То есть в любом случае после этой речи либо все останется как было, либо рынки пойдут в рост, хотя бы в какой-то небольшой, локальный. Поэтому в эту пятницу важно последить в 5 вечера по Москве, что он такого интересного все-таки нам расскажет. Ну и касательно еще новостей, вот такую новость я сегодня увидел. General Bytes сообщила о взломе своих криптоматов. Начали взламывать уже не только банкоматы, но и криптоматы. Данная компания General Bytes сообщила, что несмотря на меры безопасности, сервер криптоприложений был скомпрометирован в результате атаки нулевого дня. Хакеры просканировали открытые серверы, работающие на TCP-портах 4.7 и 4.4.3, включая серверы, размещенные в собственном облачном сервисе компании. Затем хакеры добавили себя в качестве администратора по умолчанию с именем GB, то есть General Bytes, и продолжили изменять настройки покупки и продажи, чтобы любая криптовалюта, полученная с криптоматов, переводилась уже на их адрес. Да, теперь банкоматы взламывают не так, как показывают на картинке. Большой гвоздодер в этом не помощник, но хакеры по-прежнему зарабатывают теперь уже и на криптовалюте. Надеюсь, остальные производители криптобанкоматов, криптоматов пофиксят у себя такие проблемы. Еще одна важная новость. Минфин России готов возобновить валютные интервенции в сентябре. То есть вот на этой теме, на этой новости, даже не на новости, а на событии, которое может быть, о которой говорится в этой новости, рубль-то и может ослабеть. И что примечательно, вопрос одобрения бюджетного правила вынесен на уровень президента. Путин будет решать, как теперь у нас будет двигаться рубль. Захочет — ослабит, захочет — повысит. Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила. Об этом сообщил ведомостям вот этой газетки близкий к правительству источник. Опять-таки анонимный, возможно, поэтому трындеж. И информацию подтвердили два других собеседника, также близкие к кабинету министров, но они по-прежнему не называются, поэтому возможен трындеж. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета. В этом году правительство должно сделать это до 1 октября, то есть максимум еще чуть более месяца до того, как рубль начнут искусственно ослаблять. Как только Путин примет решение, Минфин сможет оперативно возобновить покупку валюты. Вряд ли это будут покупки доллара или евро. Скорее всего, через кросс-курсы будут укреплять как раз-таки доллар, и тем самым рубль будет выглядеть хуже и курс будет расти. Зачем это нужно? А затем, чтобы в бюджет шло как можно больше рублей. Посмотрим график биткоина, что у нас произошло за выходные с ним. На 4 часах глянем. Здесь пока все по плану. В зоне, откуда предположительно может состояться разворот, очень похоже на завершение первого импульса. То есть вот этого сильного отскока-то еще и не было. Сейчас я эту штуку удалю, и что я ожидаю? То есть мы дорисовываем импульс, возможно, еще немного прольемся, затем поход наверх, коррекция трехволновая, если бы это было по классике. А пока
ничего не предвещает, чтобы это было не по классике. И затем еще один добой вниз с выносом уже более серьезного количества лонгистов, которые налипнут вот на этом росте. Пока здесь тренд нисходящий, здесь также нет никакого заходного импульса. Если бы я хотел купить биткоин, я бы его здесь не покупал, потому что цена по-прежнему может пролиться еще ниже. Здесь никаких дивергенций, никаких больших каких-то разворотных объемов, поэтому да, мы видели. В этом ролике я показывал индикатор Hash Ribbons отработал, но он работает на долгосроке, то есть мы можем здесь еще и покантоваться, что-то пособирать, какие-то стопы. Я по-прежнему считаю, что это был заходной импульс. Сейчас мы рисуем к нему коррекцию, то есть не будем пробивать лои и затем направимся повыше. Еще хотел бы напомнить, что спонсор канала еще вот эту неделю принимает регистрации. То есть до конца этой недели, до 28 числа регистрируйтесь по ссылке в описании на BinX. И 30 числа случайным образом будут выбраны победители. 100 ваучеров по 20 баксов будут начислены в кабинеты криптобиржи BinX. Поэтому участвуйте, регистрируйтесь. А на этом все на сегодня. Подписывайтесь на канал на Telegram. Всем удачной торговли. Счастливо.